Введение. 17. Скептицизм, касающийся спиритического учения, когда он не является результатом заинтересованного системного противодействия, почти всегда имеет свой источник в неполном знании фактов, что не мешает некоторым людям смело решать вопрос в смысле отрицательном, как если бы они знали его в совершенстве. Можно иметь много ума, даже образованности и не иметь вовсе здравого смысла. И первым признаком его отсутствия является именно вера в непогрешимость собственного суждения. Многие лица также видят в спиритических проявлениях лишь предмет праздного любопытства. Мы надеемся, что, прочитав данную книгу, они найдут в этих необычных феноменах нечто большее, чем просто средство препровождения времени. Спиритическая наука включает в себя две части: одна экспериментальная о проявлениях в общем, другая философическая о проявлениях разумных. Кто наблюдает лишь первую, находится в положении человека, знакомого с физикой только по развлекательным опытам, не проникнув вглубь самой науки. Настоящий спиритизм есть учение, данное духами, и знания, которые это учение налагает, слишком серьезны, чтобы быть обретенными как-либо иначе, кроме серьезного и непрерывного обучения, проводимого в тишине и сосредоточенности. Ибо только при одном этом условии можно наблюдать бесконечное число фактов и оттенков, ускользающих от поверхностного наблюдателя и позволяющих обосновать какое-либо мнение. Если бы книга эта имела своим результатом лишь показ серьезной стороны вопроса и содействие проведению исследований в данном направлении, то это было бы уже многое, и мы бы радовались тому, что были избраны свершить дело, столь великое, в коем мы, впрочем, не притязаем ни на какие личные заслуги, поскольку принципы, которые она включает в себя, не созданы нами. Заслуга в этом целиком ложится на духов, продиктовавших их. Но мы надеемся, что она будет иметь и иной результат, а именно, поведет людей, желающих просвещения, показывая им в этих исследованиях цель великую и возвышенную цель индивидуального и общественного прогресса, и укажет им, по какому пути следует идти, чтобы этой цели достичь. Сделаем последние замечания. Астрономы, промеряя пространство, обнаружили в распределении небесных тел неоправданные пропуски, находящиеся в противоречии с законом целого. Они предположили, что эти пропуски должны быть заполнены планетами, ускользнувшими от их взглядов. С другой стороны, они наблюдали некоторые явления, причина которых им была неизвестна, и они сказали себе: там должна быть планета, так как подобный пропуск не может существовать, а эти вот следствия должны иметь какую-то причину. Судя тогда о причине-последствию, они смогли исчислить ее характеристики, а позднее факты пришли подтвердить их предположения. Применим это рассуждение к иному роду идей. Если наблюдать классы живых существ, то можно установить, что они составляют непрерывную цепочку от грубой материи до самого умного человека. Но между человеком и Богом, кое есть альфа и омега всего, сколь огромна пропасть. Разумно ли полагать, что на человеке прерываются звенья этой цепи, что он без перехода преодолевает расстояние, отделяющее его от бесконечности? Разум говорит нам, что между человеком и Богом должны быть и другие звенья, как он сказал астрономам, что между известными планетами должны быть планеты неизвестные. Какая философия заполняет этот пропуск? Спиритизм показывает его нам наполненным существами всех рангов невидимого мира, и существа эти суть не что иное, как духи людей, достигшие определенных ступеней, ведущих к совершенству, и тогда все соединяется, все связуется, от альфы до омеги. Вы, отрицающие существование духов, наполните-ка пустоту, кою они занимают. И вы, смеющиеся над этим, посмейте-ка посмеяться над делами Божьими и над Его всемогуществом.